Привет, девчонки, меня зовут Инна. Сегодня я к вам с распаковкой товаров Розалинд. Посылку мне прислали на обзор. Оставлю ссылки в описании под видео на магазин и на все товары. И на эти же товары, если смогу, то найду на Алиэкспресс. А там уже, если вдруг кого-то заинтересует, вы сами посмотрите, где вам заказывать. Если кого-то что-то заинтересует. Мне удобнее на Алиэкспресс заказывать. Так, здесь у меня такой штучки не было. Это такой маленький стаканчик для жидкости. Кисть смачивать, такой малюсенький. Так, жидкость я эту открывать не буду. Розалинд мне присылает уже не первую посылку на обзор. И у меня уже есть эта жидкость открыта. Он без запаха, и мне не очень понравилось им разглаживать полигель. Поэтому я буду пользоваться другим. Тот, который покупала сама на Валберес. Здесь полигели по 30 мл, и они с шиммером и блесками. Полигели Розалинд это у меня уже не первый, я и сама покупала, и на обзор мне присылали. Мне нравятся полигели Розалинд. Так, и здесь верхние формы. Кстати, кто не видел наращивание на верхние арочные формы миндаль, ссылку на видео оставлю. Такие формы продаются и на Валберес, и на Алиэкспресс. Я покупала на Валберес. Зайдите, посмотрите, если кому-то понравится. Вот таких форм у меня, ну, по-моему, есть такой изгиб. На этих, конечно, я не покажу. Сейчас я все протестирую. 120 штук здесь их должно быть, и по 10 штук каждого размера. Так, первый полигель. Где у них номерки? Вот здесь номерки, по-моему. 6-й, наверное. Но это был набор. На сайте он у них идет набором. Так, это набор 6-й. А вот сами полигели, наверное, вот 755. Информация, кому нужна, читайте, ставьте на паузу, читайте, скриньте, переводите. 751. Ой, какой красивый! Я уже вижу, что он красивый. Красивый. Кисть у меня тоже из магазина Розалинд. Двухсторонняя со шпателем. И здесь кисть. Лепесток, язычок. По-разному его называют. Ну ладно уж, налью чуть-чуть этой жидкости. Так, и первый полигель во внутреннюю часть типсы выдавливаю. Мне так нравится в последнее время полигель наносить. Да, видите, липнет. А та жидкость, которая есть у меня, она так сильно к кисти не липнет. А эту приходится часто смачивать. В комнате здесь у меня жарко, полигель мягкий. Вот видите, как липнет сильно. Красивый какой.
30 секунд. Откроем второй. Я руки кремом намазала, теперь они у меня скользкие. Этот черный, клево. Да, блин, липкий, конечно, до ужаса. Этой не помогает эта жидкость. Она скорее мешает. Все, отправляю в лампу. Мне кажется, эта жидкость даже больше еще плавит полигель. Следующий, третий. Выбрала специально все с блестками набор, в котором блестки. Просто прозрачных полигелей у меня много. Я надеюсь, Розалинд на меня не сильно обидится, что я ту часть, где наносила полигель розовый, не записала. Ну, так бывает. Вот такие вот полигели добавились в мою коллекцию. Моделью выступит мой большой ноготь. Снимать, конечно, дизайн, спиливать мне было жалко, ну а что делать? Пришлось спиливать. Уберу длину. Оставлю тонкую подложку. Дольше всего я спиливала ту часть, где у меня ракушка. Она сложно спиливается. Подбираю форму на большой. Она мне не совсем нравится, поэтому я ее с боков подпилю. Подгоню под себя, так как мне нужно. Хотела я сделать френч на этих формах. Вернее, я его сделаю. Мне не понравилось то, что у меня получилось. Эти формы не подходят для того, что я задумала сделать. И вообще формы эти мне не нравятся, горбатые эти формы. Мне кажется, их и кладут в набор только потому, что они не продаются. Поэтому их кидают в набор. Ноготь обезжирила. Наношу базу тонким слоем, отправляю в лампу на просушку. У кутикулы хочу сделать растяжку. Фиолетовые голографические блестки, тоже Розалинд. Нанесу их и растяну немножко. Растушую. Ну и вот такой ужас у меня получился. Я его перекрыла топом, походила, посмотрела. Думаю, ну нет, ну что за елка новогодняя, вся блестит. Нет, спилю-ка я этот ужас. Спилила, обезжирила, подбираю форму. Форму взяла арочный миндаль. Те формы, на которых у меня сделано наращивание,
на остальных ногтях. Отметила, где свободный край, точки вроста и длину. Взяла термополигель Розалинт, он же у меня был в предыдущем наращивании, участвовал. Красивый полигель с розовинкой. Ну и этого термо эффекта незаметно его. Просто молочный, красивый. Кисть смочила в жидкость, которая была у меня, которую я покупала сама. А эта жидкость мне совсем не понравилась, так что если вдруг кто-то хочет купить ее прям отдельно для того, чтобы смачивать кисть и разглаживать полигель, я бы вам не советовала покупать ее. Мне кажется, по той же причине ее тоже кладут в наборы, потому что она... Ну, не работает она так, как должна. Пузырь получился у меня в центре. Я попробую его выгнать. Прикладываю сначала у кутикулы и легонечко прижимаю. Тут прижала я побольше, чтобы пузырь выгнать, но до конца я его все равно не выгнала, так он и останется там у меня. Кистью у кутикулы разглаживаю. Фонариком подсушила, выглаживаю с внутренней стороны, стараюсь убрать с кожи именно, чтобы на кожу он не попал. Отправляю в лампу. Поджала немного на 20 секунде и отправила в лампу досушить. Все, снимаю форму. Обезжириваю, пройдусь пилкой. Ступеньку уберу фрезой. Вот если бы у Розалинт в наборе были вот такие арочные формы, было бы намного лучше, чем эти горбуны. Полностью опил пилкой показывать не буду, покажу маленький кусочек. Дальше без вас буду пилить. Опилила, обезжирила. На кончик наношу фиолетовый гель-лак. Для четкости улыбки. Примеряю форму еще раз и смотрю, докуда мне нужно полигель растянуть. На кончике у меня будет черный с блестками. Блестки там больше
мне кажется, золотые. Я сначала думала, что они голографические, но нет, они черные и золотые. Сначала попробовала кистью разгладить, но потом взяла апельсиновую палочку, смочила в жидкость и апельсиновой палочкой разглаживаю. Смотрю толщину, и чтобы у меня везде был полигель на боковых параллелях. Прикладываю и натягиваю. Я видела много мастер-классов вот с таким выкладным френчем именно на такие верхние формы. И когда смотришь мастер-класс, кажется, у них так все легко, быстро и красиво получается. А когда садишься сама делать, у тебя вылазит то там косяк, то тут косяк, то там надо что-то доделать. Но вот с этими формами я делаю второй раз, и у меня с ними получается минимальный опил. Поставила в лампу просушить и тоже посередине после полимеризации достала, поджала. Потом дальше отправила просушить. И вот первый раз, когда я делала неудачный вариант, черный полигель нужно сушить двойное время. Он у меня в толстый слой не просох сразу. Я его досушивала. Так что с ним надо быть аккуратней. Все, опиливаю кончик. Поверхность я немного попилила, но потом все-таки решила вот этот вот черные крошки полигеля не спиливать до конца. Пусть они у меня как растяжка останутся. Перекрыла топом, и все. Мой ноготь готов. Вам спасибо за просмотр. Всем пока.